Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Погнали душить рандом сейчас, либо же рандом будет душить нас, скорее всего будет второе, чем первое, поэтому расскажу просто предысторию, почему я так говорю насчет того, что будем ли мы душить рандом, либо же душить рандом будет меня. Короче, до этого ролика я пытался снять инсектоидов. Я пытался отснять их и с пятеркой цвета, и без пятерки цвета. То есть вот просто покатать на инсектоидах, потому что меня просили давным-давно записать их. И честно, я максимально остался недоволен с энергией инсектоидов. Ну, у меня очень плохие впечатления, короче, сложились по поводу инсектоидов. Я играл как на винстрике, то есть у меня был 15 или 16 раундов винстрик, я перестроился в инсектоидах, выкатился тварь на кунг-фу, и все, вот как бы и закончили мы на этом. Расчет, как говорится, закончен. У меня вот прям, ну, очень подорвало по поводу инсектоидов. Ну ладно, об этом мы сейчас свернемся. Предметы со старта я, как обычно, беру дефолтные, то есть это Discord, это Blink, это мана плюс 30 и все, в принципе. Беру максимально универсальные эти предметы, по той же причине, что если придет эгида, то, соответственно, Discord усилится под эгидой. Соответственно, я могу еще собрать там инчу, то есть полуорков здесь. Короче, я могу хоть какую-то вариативность допридумать. И колечко, и плюс мана плюс 30 или плюс 40 мана, точно, да. Я что-то все время, знаете, у меня из головы вылетает, что колечко дает плюс 30 за Blink, а кристалл дается старта. Ух ты. И пивная панда пришла. Конечно, конечно, конечно. Я не удивлен. Вот ни грамма не удивлен, что пришла именно пивная панда, а не какая-то нормальная панда. Вот честное слово. Эх, ладно. Это уже такое. Так вот. Пытался записать инсектоидов, и просто одна панда на кунг-фу выносила всех моих инсектоидов. А просто нужно было два предмета. Радик и маска 5-го тира. Все. Больше вам ничего не надо было, чтобы выносить инсектоидов на кунг-фу. Ну, кстати, со стартом мне вроде бы как-то неплохой стол не падает, но я на самом деле даже не знаю, на чем буду играть. Пока что вот играю на том, что вот как приходит потихонечку немножечко. Вот как-то так. Тут, в принципе, катка... Я даже не знаю, чем будет играть, но, скорее всего, будет по-любому здесь это нежить. Если же будет, естественно, нежить, то, соответственно, мне придется ее контрить богами-орками, либо же богами-орками плюс шамана, либо просто шаманы-маги. То есть что-то из этого мне нужно будет придумать. Я поставил со старта драконов, может получится мне сейчас как-то собрать дракончиков через людей, там вот так вот драконы-маги показать вам. Вот что-то такое хотелось бы попробовать. Ну, не знаю, не знаю. Пока не знаю. Вот я как бы загадал со старта, знаете, а вот то, что я загадываю, рандом меня просто максимально душит. Тут у кого-то АМ уже в двойку приходит, алло. Не, АМ на самом деле в двойку со старта это очень душный персонаж, особенно если у вас пару предметов на скорость атаки есть. Он всех персонажей, которые питают ману, которым точнее нужна мана на то, чтобы выносить, душить нереально. Тут катка, в принципе, неплохая для магов. То есть драконы-маги прям здесь one love. У меня пришли два волшебника со старта, и по идее можно было бы поставить сейчас богов. Может быть как-то так. Либо же может Лину даже поставить, не знаю. Мне кажется, Лина под богами намного серьезнее будет персонаж. Богов ставлю чисто из-за того, чтобы была максимально быстрая КД у моей гиды. Жалко, конечно, здесь нет у меня третьего бога, чтобы я мог поставить сразу всех богов. Ну ладно, это уже такое, знаете, дело третье. Поставлю сейчас волшебника, может мне получится магов-волшебников со старта сделать. Не знаю. Пока не знаю. Мне главное, чтобы там эгида пораньше пришла. Тут, кстати, легионка такая более-менее заряженная, я смотрю. Хороший предмет пришел, маска 2-го тира. Очень сильный предмет. Он меня может порвать, кстати, сейчас. А не. Лина хорошо, что успела закастить свою лагуну. В нищета. Не, ну приходит пока что ярко, если честно. Может, не знаю, я, наверное, разора буду покупать. Скорее всего, мне реально понадобится играть через пандаманов. Ой, пандаманов. Каких пандаманов? Смотрю на волшебника, точнее, смотрю на... Ну да, смотрю на волшебника. Думаю про панду, продать ее или нет, и говорю, пандаманы. Совсем мозг поплыл уже. Ну, дурак. Отвечаю, дурак. Марса я скипну, наверное, все-таки. Пока что Марса я скипну.
Пока не нужно мне его на стол ставить. Да, он обалденный танк был бы, но пока вот как-то так мне хочется сыграть. Не знаю, может получится через что-то ну, на чем-то другом поиграть, в более таком, знаете, лейт-гейме. То есть со старта я начну играть на том, что мне будет приходить, и там я уже перестроюсь какой-то интересный билд, и от этого буду отталкиваться. Потому что многие мои задумки, многие мои наработки, они работают только на 10 уровне. Кстати, на каких я соплях только что вытащил этот раунд. Просто, ну... Муэрта? На 6-м раунде мне приходит Муэрта? А можно теперь ты в двойку мне придешь? Вот максимально быстро. А там и в тройку, может быть, ты придешь. Мне как раз недавно в комментариях писали, что я слишком поздно ролюсь, чтобы найти какую-то фигуру в тройку. Но на самом деле, мне кажется, это такое... Как бы да, оно влияет, 100% влияет, потому что появляется там увеличенный шанс для фиолетовой фигуры, для легендарных фигур, а для второго и третьего уровня уменьшается до 25%. Но я не думаю, что это прям супер критично, что как-то, ну, не знаю, я думаю, это не так критично, как вот описали мне немножечко в комментариях. Что думаете вы? Вот напишите в комментариях, что думаете вы по поводу того, что на 10 уровне это поздно ролить фигуру в двоечку, фигуру второго тира, либо третьего тира. То есть напишите, на 10 уровне это поздно или не поздно. Как по мне, в идеале на 9 уровне такой ролить. Но, в принципе, если тебе нужна легендарная фигура для твоей максимальной силы синергии, то я на 10 буду ролить. Да, там 25%, но все равно за 4 ролла одна фигура бы, может быть, бы пришла. Ну, это на бумаге. Но, естественно, там фигура второго уровня же имеется не только одна конкретная, 25% шанса, это имеется в виду на всех. И мне, кстати, кажется, что Лина сейчас будет намного посильнее, чем у Эрта в единицу. Все-таки она с лагуной будет ускоряться. Мне бы на самом деле, если бы со старта пришли сейчас волшебники, то было бы вообще вот просто, песенка. У меня 2 Разора, еще Прозор в двойку пришел, еще Пегида в двойку пришла. Я вообще тут просто отчасти описался по полной программе. О. Не, ну 2 Разора... Блин, 2 Разора, конечно, это мощь. Реально сильно выглядит. Просто 2 Разора стерла только что вражеский стол в нулину. Я как-то все время недооцениваю этого Разора. Кстати, Гритер пришел, можно Гритера будет поставить сейчас. Я, наверное, пан продам и поставлю Гритера. В принципе, для старта, я думаю, это будет самое то. Да, наверное, я все-таки буду продавать. Волшебников я оставлю для перестройки. Пант я уберу сейчас. Поставлю Гритера. Марси. У меня будет синергия Гритеров. Это будет хорошо. Это будет даже отлично. И Лину пока я оставлю. Желательно, чтобы мне сейчас улучшение на Разора пришло. Чтобы мне улучшение на Лину пришло. И пришла на Эгиду. Ё-моё. Против кого я попал? На запись? Привет, привет. Да, сейчас мы на запись, поэтому я буду немножечко молчать. Приятно, когда ты попадаешься с подписчиками, вот честное слово. Вот прям, ну я не знаю, как это описать, ребят. Вот честное слово, мне очень приятно, когда я попадаюсь против своих подписчиков на записи, не на запись просто, когда кидаю. То есть это очень прикольно, это очень круто. И, кстати, вот импакт того, что я сейчас сделал Гритер. Мне дебафы не накинули, я, в принципе, спокойно отыграл. 2 цветки мне сейчас пришло, и типа говорят, такой, ну давай на инсектоидах сегодня в этой каточке у тебя получится. Я такой, да не, я уже один раз обжегся. Хотя на самом деле я мог бы поставить 2 цветок сейчас, сделать тебе 3 Разора, 3 Лины, но мне кажется, это будет очень слабо, чем я просто буду играть на цветах. Ну вот еще, кстати, 1 байт на комментарии, напишите, правильно ли я сейчас мыслю или нет. Как по мне, я правильно мыслю в том направлении, что лучше пусть будет баф гритеров, нежели у меня будет 3 Разора и 3 Лины. Просто если бы я 2 цветки сейчас поставил, у меня бы был бы 1 дубль от Разора, 1 дубль от Лины и 1 дубль от цветки. То есть, ну... Короче, что думаете вы, напишите в комментах. По идее, это было бы сильно, но... Мне кажется, баф гритеров намного сильнее. С гритерами я все-таки имею иммунитет к контролю. Имею какой-никакой, но шанс того, что смогу заключить в тюрьму свою фигуру вражескую. То есть, ну, я думаю, прям четенько будет. Ну, вот, мне, кстати, вот то, что Разор пришел в двойку, это вообще просто песня сейчас. Ух ты, барабан войны. Ну, барабан мы по-любому берем.
массовая мана намного лучше всегда была, есть и будет, как по мне. Хотя на самом деле, я думаю, это надо смотреть, когда это все-таки лучше, когда это хуже. Кстати, меня спрашивали по поводу боевого пропуска, как он помогает в играх и все такое. Видите вот эти вот галочки зеленые, которые слева сейчас находятся? Смотрите, вот эта галочка помечается тогда, она появляется тогда, когда к вам этот соперник пришел. То есть этот соперник пришел, галочка пометилась. То есть она вам показывает, кто к вам пришел, кто к вам уже приходил, и он вам в следующем раунде не придет. Поэтому он иногда может очень хорошо помочь, этот боевой пропуск, показать вам очередность прихода противников, и вы можете подстроить свой билд против этого противника. То есть это идеально, когда вы играете на волшебниках, поставить каких-то там морских, воинов и тому подобное, то есть чтобы законтрить своего противника просто в ноль. Поэтому боевой пропуск не такой уж и бесполезный, как кажется. Ну еще, соответственно, красивые внешечки. Вот благодаря своим подписчикам я смог купить себе боевой пропуск в этом месяце. Получил парочку классных внешек. Там внешка на спектру обалденная будет. Она прям, ну вот, топ-топ. Мне надо, правда, 100 уровень подписки сделать. Но ничего... Ой, 100 уровень подписки. 100 уровень боевого пропуска. Ну вот бот, кстати, попался, плеер. Чел под ником плеер — это бот. Как я это вычислил? А вычислил я это просто. Сундуки. Боты, как правило, сундуки не открывают и предметы оттуда не берут. На самом деле я очень сильно осуждаю, когда попадаются против вас боты. Очень сильно осуждаю. Вот на 110% осуждаю. Это то же самое, что когда они проводили чемпионаты, в этом чемпионате появлялись боты. Вот то же самое. Ровным счетом. Ничего бы не поменялось. Вот честное слово. Я, наверное, знаете, как сыграю? Я сейчас играю через гритеров, но потом я перестроюсь в волшебников и сделаю 9 магов. У меня просто довольно-таки хороший стол, чтобы сделать это. И я, знаете, давным-давно хотел протестировать Муэрту как керри под волшебниками и 9 магами. Я думаю, это будет очень сильно, хотя нужна ранее Муэрта в тройку. Главное, чтобы просто ее никто не собирал больше, кроме меня. Обидно, конечно, что здесь есть бот. Обидно, очень обидно. Там орк-шаман. Тут гоблин-мех, тут орк-шаман. Вот орк-шаман опасен для меня максимально. Очень жирный персонаж. Кстати, это, походу, тоже бот. Да, Дат09, скорее всего, это тоже бот, потому что у нее расстановка, по сути, как у плеера. И я более чем уверен, что предмет он тоже не пикал. По-любому. Просто благодаря этим ботам у меня винстрик сейчас. О, Лина в двойку, отлично. Эх, хотелось бы мне хоть раз собрать Муэрту максимально раннюю. Но как закон подлости мне просто не получается ее собрать. Почему? Не знаю. Вот сколько раз я пытался собрать Муэрту раннюю, у меня просто не получалось. Я собираю ее, я пытался ролить ее на 6-м, на 7-м уровне. То есть на каком угодно уровне я пытался ее ролить, когда у меня было 30% шанс на фигуру редкого тира. То есть 3-го тира. У меня просто этого не получалось. Я, кстати, наверное, 2 разоров поставлю пока вместо одной Муэрту. Я уверен, что 2 разора будет сильнее, чем Муэрта. Ну, вот гадалки не ходи, я просто в этом уверен. Почти винстрик не сбили. Я уже на секунду подумал, что я проиграю. Было бы очень обидно. Кстати, если сейчас СФ приходит, то я ставлю 9 магов. В самом деле, мне очень нравится играть через волшебников. Когда вы играете через волшебников, у вас есть огромное... Ну, вы можете сами контролировать свой билд, перестраиваться, собираться, то есть делать максимально удобный под себя билд. И от этого уже отталкиваться. То есть вы смотрите на стол противника, играете на волшебниках, можете там поставить воинов, можете поставить там ведьмаков, можете поставить эльфов. То есть тот билд, который вам действительно нужен. Вот я сейчас буду играть, скорее всего, через 9 магов, 3 волшебника. И я думаю, это будет очень сильно. В крайний момент я могу перестроиться в тех же самых морских, если против меня маги появятся. В тех же самых гритеров вернуться. То есть пока у меня вот гритеры стоят на столе, но я буду, наверное, скипать их. Да не, наверное, я, скорее всего, 100% их скину, потому что я уже 1001 раз показывал этих гритеров. Неплохо. Не, ну если бы мне, конечно,
пришла сейчас Эгида в двойку, было бы намного ярче. И еще... Ух ты! Не, ну... Не, по-любому берем. Барабан мы по-любому берем. Тут даже не обсуждается. В радиусе получить ману плюс 30 это топчик. При том, что если вы две пары берете, там две пары работают одновременно, это просто вообще песня происходит такая. Все сразу с фулл маной и просто жируете. Максимально жируете. Мне не нравится, что здесь есть бог-орк. Вот то, о чем я говорил. Даже если я буду сейчас играть на волшебниках плюс магах, против меня здесь есть орк, который соберет потом богов. Возможно, шаманов доставит и будет мне просто своей крутилочкой выносить всех моих магов. Но для этого у меня есть, во-первых, волшебники, с которых я могу там перестроиться в тех же воинов, тех же морских. Не, ну морские так себе контрят орков, поэтому, скорее всего, я буду перестраиваться либо же в воинов, либо же я просто закину сверху гритеров и буду керить с руки Лину. Либо же Муэрту. То есть, если Муэрта хорошенько придет, то, соответственно, Муэрта у меня будет мейн-керри. Да и на самом деле, мне кажется, Муэрта будет посильнее мейн-керри. Ну, вот, кстати, 6 орков пришло сейчас чуваку. Ну, это бот пришел, это неинтересно даже. Боже, на самом деле, как меня... Сейчас пойду гайд смотреть, как гритеров контрить. Собирай воинов и просто ломай лицо. Либо же магов драконов и просто ломай лицо гритеру. Но тоже не всегда получится гритера вынести, когда... Вынести на мага дракона. Не всегда. Намного стабильнее вынести гритера воинами. Намного стабильнее. Либо же эльфами. То есть два билда, которые гарантированно контрят гритеров, это воины плюс эльфы. Самое гарантированно. Ну, естественно, если у вас сильные маги, то маги драконы. Ну, там, котел просто за одну задумку вынесет всех гритеров, если, соответственно, у гритера нет никакого дефа по шмоткам. Вот этот Юми, он опасен для меня. У него орки плюс шаманы. Скорее всего, он поставит потом еще и богов. Поэтому проблемы у меня 100% будут. 100%. Вот прям к гадалке не ходи, скорее всего, 100% у меня будут проблемы. Вот в скором времени он ко мне придет через пару раундов. Вот мы увидим, будут ли у меня проблемы или не будут у меня проблемы. Я вот думаю, сейчас мне на 8 уровне паролить или же на 9. Просто тут есть Зевс как бы. Нет, я буду ролиться. Я буду ролиться все-таки. Ого. А что это такое? А чё мне тренд пришел так рано? Мне тренд так рано не приходил ни разу почти. На самом деле, можно было бы уже Марси скипнуть. Она мне уже не особо нужна. Но если в двойку придет, то, в принципе, хорошо, пусть будет. Она мне поможет, вот, скажем так, поначалу. Она дает много тычек. В принципе, мана у меня есть. Хрона поставится сейчас. То есть, в принципе, все более-менее замечательно. А так как я знаю, что я буду по-любому волшебников перестраиваться... Кстати, вот орк. Но мне везет чисто в том плане, что он сейчас поставил шаманов. Ну и плюс у меня гритеры сейчас, у меня не 9 магов. Хотя, если бы я был... Я думаю, что если бы у меня было 9 магов... Кстати, сюда денежки гони. Спасибо. Ты какая умница. Ой, котел. Обалдеть. Давно у меня такого подгона не было. СФ. Кстати, СФ это хорошо, но у меня уже нет волшебников. У меня только 2 волшебника на столе. И что делать? Ну, цемку, кстати, можно продать. Не можно, я бы даже сказал, а нужно ее продать. Так, ждем следующего раунда. 9 магов поставил. Я дурак. Ладно, хорошо, что против меня сейчас слабый перс пришел. Это очень хорошо, что против меня слабый перс пришел. Пришел бы перс какой-то посильнее, я бы просто себе сейчас винстрик слил. Кстати, у меня 14 винстрик, ребят. 14! Так, СФ мне нужно купить по-любому. Так, тебя апгрейдим, трента покупаем, СФ, наверное, пока оставляем. Ну да, короче, я буду сейчас через волшебников играть уже. Уже время подошло. Так, Марси мы продаем. Гритера мы продаем. Волшебников мы выставляем. Трента мы, ну, Разора убираем, естественно. И, наверное, Трента убираем тоже, да. Да не наверное, а скорее 100% даже убираем его. Все, отлично. У меня сейчас 9 магов есть.
Трента я оставляю, почему бы и нет. Если Трента в тройку собрать под магами, то это будет прям песня. Еще бы SF собрать было бы вообще замечательно. SF, кстати, тоже очень сильный перс. Сейчас, кстати, перекину Арканце. Нет, я про них немножечко забыл. 9 магов у меня есть. Я, наверное, все-таки уровень возьму 9. Мне не хватает стола немного. На 9 уровне все-таки у меня шансов будет больше получить сейчас Зевса, допустим, того же. О. Не, ну бусы тоже неплохой предмет. Так, отлично, отлично. 2 шикарных предмета. Просто прекрасно. Жалко, что клевер этот бесполезен. Пока у меня Лина основной мейн-керри, я не буду по-другому делать. Кстати, вот Трента еще поставлю сейчас, потому что у меня... Хоть я вышел немножечко из инкама, но у меня зато есть очень хороший винстрик. И благодаря этому винстрику я могу жить. Клевер я все-таки думаю скипнуть. Ну, на самом деле клевер мне этот вообще не нужен. Вот для чего он мне в этой катке сейчас? Я играю сейчас на волшебниках через магов. Это ж не какие-то там охотники. Как-то так расстановку еще сделаю поближе. Так, бог маг собрался. Это плохо. К сожалению, это плохо. Короче, самое опасное для меня, во-первых, это бог орк. Я уже о нем говорил 10 раз. Кто еще? Тут воин собрался. Бог маг, я не думаю, что составит мне каких-либо проблем. Но будет все зависеть от того, какие у него шмотки. Тролль собрался, тоже проблем не составит. Так, лун-друид, кстати. Можно было бы лун-друида взять. Собрать. Или не надо собирать его? Там маг-дракон еще собирается. Это меня ни капли не радует. У него еще 87 хп. У меня сейчас фуловые маги-драконы. Это проблема. Против него мне надо будет по-любому ставить шар бездны. Если я не поставлю шар бездны, то будет очень плохо. Так, они сейчас должны появиться с левой стороны. Потому что его арава стояла с правой стороны. Значит, он должен появиться с левой стороны сейчас. Как бы отзеркалено. Хотя... Я, наверное, я ошибаюсь. Подожди. Не угадал чуть-чуть. Либо же он перестроился, либо же я не угадал. Как же мало урона, боже. Не! 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 Фу! Боже, на каких я соплях выиграл. Даже кексик проорал с этого момента. Но это было жестко. Во-первых, я неправильно расстановку сделал. И эта расстановка могла мне только что аукнуться. Но мне очень повезло то, что она не аукнулась мне. И спасибо на этом. Инчу купил чисто так, чтобы денежки получить с нее. Вот по закону подлости Муэрта мне не приходит. То есть я хотел попробовать потестировать ее, попробовать ее собрать в тройку, попробовать ее закерить вместо Лины. Но, как мы видим, болт мне на 28. Боже, вы видели, какая расстановка только что была у моего противника? Вот это было идеально. Просто песня. Ну, кстати, Грангира здесь мне не особо нужен. Я вот сейчас задумался, что он мне в действительности не особо нужен. А знаете почему? О, Муэрт. Спасибо. Спасибо за улучшение. Опа, лун-друид. Что будет сильнее, тренд или лун-друид? Мне кажется, лун-друид. Мне кажется, будет намного сильнее это лун-друид. Ну, в принципе, если лун-друида я соберу в тройку, то да, он будет намного сильнее. Так, 2 вынес. Ну, 2 ботов просто взял за раз вынес. Какой я сильный, а? Просто, ну, еще и Муэрта в двойку пришла. Ну ты, божечки, на 25-м раунде. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо тебе, дорогая. Просто, ну, умничка. Гномья брошка, понимаю. Очень полезный предмет, ребят. Рекомендую. Настоятельно рекомендую собирать гномью брошку, когда вы играете через 9 магов-волшебников. А то, что там собрался маг-дракон, это очень плохо.
Там еще орк не выставил богов, что огромный плюс для меня. Если бы он выставил богов, то, скорее всего, бог-орк бы раскрутил бы нас всех. Тогда бы мне пришлось резко перестраиваться в каких-то воинов, в каких-то морских, то есть в какой-то другой билд, чтобы взять и законтрить этого бога-орка. Но в идеале перестроиться просто в гридера. То есть закерить чувака с руки и перестроиться в гридера. То есть в данном случае у меня есть Лина и есть Муэрта. Но Муэрта, так как я понимаю, она мне будет не приходить от слова совсем, хотя здесь никто не играет на нежити. Муэрта мне не придет. Ну, естественно, да, как бы... О, шарбезный. Отлично. Чисто рофлю сам себя, боже. Ну, кстати, я, в принципе, бы мог сейчас поставить full стол морских. Он мне не нужен, full стол морских. Ну и, кстати... Те, ребята, мне... Что я только что сделал? Боже! Ёлы-палы. Какую я ошибку совершил, дикую? Мне сейчас нужно... Так. Я беру Мьёльнир. У меня 9 магов, поэтому я беру Мьёльнир. Так, Лина в двойку, мне кажется, будет сильнее. У меня сейчас работает 3 волшебника, но из-за того, что они работают втроем, мне надо сейчас поискать еще одного волшебника. Боже, я такую ошибку совершил дикую. Вы просто представить себе не можете. О, отлично! Боже, как мне повезло сейчас на Гримтаче. Как же мне повезло на Гримтаче. Я такую ошибку только что совершил. Боже. Ну, орк без богов, это, конечно, слабо будет. Так бы его Джаггер мог меня раскрутить, а так он мне ничего не делает вообще. Кстати, Кексик, видите, прервал мне серию побед 18. Ну что ж, Кексик, готовься. У меня для тебя секретное супер оружие есть. Вот просто лично для тебя готовил это. Вот понимаешь, только для тебя. Для тебя родного. Для тебя. Я, кстати, попробую сейчас закерить Муэрту. Мне кажется, она будет намного сильнее, чем Лина. По крайней мере, мне так кажется. Как оно будет по факту, неизвестно. Кстати, Трента надо скипнуть. Вот просто когда ты играешь на волшебниках, посмотрите, насколько вам просто подобрать вариацию, как играть против того или иного персонажа. Я сейчас против Кексика попадаюсь и просто ему даю опа, по щам за его магов. Что из того доказать? Как же сложно играть на магах в этом патче. На самом деле это, ну, немножечко тильт, я бы даже это так назвал. Я, в принципе, даже сейчас могу не перестраиваться ни в какой другой билд, оставаться как есть, и все, и чувствую себя замечательно. Это контра! Да, это контра. Ну да, я, в принципе, могу сейчас оставаться в любом билде, который только что захочу. Оу. Оу. Мне там Лина пришла. Ну и второе место тоже место. Согласен. Я полностью с тобой согласен, Кексик. Второе место это тоже место. Да и третье место на самом деле это тоже хорошее место. Как бы расстраиваться здесь нет смысла. Тут уже как кому повезет. Мне повезло чисто из-за того, что, во-первых, у меня хороший винстрик. Боже, я только сейчас заметил, что у меня 20 винстрик. Я даже сейчас против орка не ставлю себе какую-то другую синергию. И это, походу, ошибка. И, походу это ошибка. Так, ну, Кексик вынес этого Юми. Спасибо тебе огромное, что ты его вынес. На одного стало меньше. Боже, Мэрта, давай, тащи. Мэрта, я никогда в жизни в тебя так сильно не верил, как сейчас. Пожалуйста, убей Сумонера. Как же хорошо, что у меня стоят морские. Мне только что с детства мог кабинет снести за 3 секунды. Боже, какая Мэрта молодец. И как же хорошо Леон мана только что мне залил. Боже, отлично. Это просто замечательно было. У меня даже нет никаких слов. Кстати, вот я сейчас третьи арканцы закидываю. У меня сейчас абсолютно каждый персонаж будет с фулл маной. Из-за того, что у меня 3 пары арканцов. Так, котел, погуляй-ка ты лесом. Муэрта в двойку, спасибо.
Может, успею собрать ее хотя бы в тройку против своего противника. Главное сейчас деньги не особо тратить. Потому что мой противник может еще перестроиться. Он может еще перестроиться с магов-драконов. И тогда это будет огромный нежданчик для меня. Я сейчас все свои фигуры ставлю ближе по той лишь причине, что когда баф морских срабатывает, если вот этот стак спадает, он работает в радиусе 2 клеток, если не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то мои подписчики, естественно, подправят меня в комментариях. Но, по-моему, я не ошибаюсь, в радиусе 2 клеток срабатывает. Но, если что, подписчики, подправляйте меня. Поправляйте меня в том, что я несу какой-то бред или ахинею. Не стесняйтесь. Так, эгида как улучшение пришло, отлично. Ну, в принципе, тут, скорее всего, ГГ. Кексик ничего не сможет мне сделать, перестройки я у него какую-либо сейчас не наблюдаю. Ну, в принципе, что поделать? Что поделать? Знаете, мне хочется сейчас сказать фразу, что это первая катка за этот сезон, где у меня 100% винрейт, 100% винстрик, и его ни разу не сбили, даже ничего не дали. Но это как бы я сейчас на будущее загадываю. Сейчас как... Сейчас Кексик что-то такое выкатит, и я такой... Ладно. Ну что ж. Сейчас посмотрим. Может, действительно, если что-то сейчас такое выкатит. Кто знает, может, ему сейчас повезет очень сильно. Он что-то такое, не знаю, необычное выкатит. Я даже на самом деле не знаю, что он может выкатить, но, в принципе, ну, шанс у него, конечно, маловат. Так, Лундрид пришел, отлично. Так, Инчу ставим, отлично. Но Инча мне не подходит, как друид. Мне надо другого друида искать. Я фуру скипнул, яичко нашел. Так, Лину апаем. ЛД убираем. Я возьму Башер, наверное. Или скип. МКБ, отлично. МКБ мне тоже заходит. Так, у меня очень сильная сейчас Лина, поэтому я закирю Лину. Поперву. Может, у меня получится... Вот, ребят, обращаю ваше внимание на то, посмотрите, насколько мне плохо приходит Муэрта. 31 раунд, у меня 2 Муэрты в двойку. У некоторых персонажей она уже в тройку была бы. Ну, то есть, у моих противников, не у меня. Зевс еще пришел, боже. Не, ну Зевса возьмем на всякий случай. Хотя зачем мне этот Зевс? Мне этот Зевс уже как бы до одного места. Кстати, он воинов пытается выставить. Но скорее... Но у него слишком много магического урона, и то, что он ставит своих воинов, это как бы, ну, такое. Но я думаю, он просто опустил уже свои руки, поэтому... Даже если он выставит сейчас 9 воинов, это ему никак не поможет. Ему нужно, чтобы выставить 9 воинов. А что, Муэрта не будет? Ну, 2 яйца, конечно. Окей, давай 2 яйца. Ну, Муэрт, ну. Че, нет? Серьезно? Баф зверей стоит, боже. Не могу. Из-за того, что, короче, у него слишком много магического урона, он мне его наносит, и тем самым все равно себя сам убивает. Чтобы ему контрить рыб, ему нужно убрать весь свой магический урон. Но если он уберет весь свой магический урон, то, естественно, ему дамажить будет нечем. Как бы тут логично, да? Поэтому, ну, он полностью себя сделал магическим билдом, а вот... Так, одному РТ есть. Ну, конечно, под конец игры мне выкатывается Муэрта в троечку. И посмотреть на нее под волшебниками и магами мы, естественно, не можем. Ну, короче, как-то... Не знаю, сейчас посмотрим. Но один раз Муэрта меня очень сильно выручила. Помните, там был бой против орка-шамана? И в действительности один раз он мне выручил. Было. Было такое, что один раз выручил. Маску мы берем по-любому, чтобы отхиливаться против воина, а то мало ли. Все-таки у нее только там один котел дамажит и эгида. Но, тем не менее, что-то я... Ну да, я воина вообще не ощутил, чисто по той причине, что он... Ну все, тут уже все, тут даже ничего не попишешь, не скажешь, что у меня... Боже, это первая катка в этом сезоне, где у меня 100% винрейт. 100% винстрик, 100% винрейт. Боже. Это было круто. Это было очень круто.
Это прям, ну, суперская катка. Я ничего здесь добавить не могу. Но скажу сразу. Мне очень сильно повезло, что у меня был хороший винстрик. На самом деле на волшебниках-магах сейчас очень тяжело играть, потому что всегда в каждой катке почти есть гриттер, потому что гриттер хорошо контрит. Чё я вам это рассказываю? Вот скажите мне, чё... вебка, не лагай. Не лагай. Все, молодец. Отлично. Так вот, я не буду вам рассказывать, почему как бы 9 магов сейчас через волшебников не очень хорошая тема, но если, в принципе, у вас хороший винстрик и, в принципе, все хорошо идет, то можно попробовать реализовать как бы волшебников через 9 магов. Но это максимально редко. Кто же контрит такую сборку? Это почти все. Вот реально почти все. Гриттеры контрят по той лишь причине, что не работает обледенение. Это я конкретно, если что, говорю сейчас про 9 магов через волшебников. То есть, кто их контрит. Если же вы играете через самый сильный билд, это 5 драконов, 9 магов, 4 бога, 4 элементалиста, то там все намного сложнее, и такого мага очень тяжело законтрить, хотя на самом деле не очень. Вот честное слово скажу, не очень. Вот вообще не очень. Если у вас хороший керри, одно БКБ, все маги эти ложатся. Все, до свидания, ребидерчи. Ну, гриттеры, естественно, это и так понятно, потому что... Ну, короче, все зависит от того, какой там маг, какой у него винстрик, как вы можете контрить. Ну, элементарно вот так вот через волшебников делаете 6 морских, шар бездны сверху накидываете и просто морского выносите. Если, естественно, нет физического керри. В данном случае у меня была Муэрта, который я мог как бы сделать и физическим керри, а потом мог Евлину перекерить. То есть вариаций переодеться у меня было много, потому что я играл через волшебников. Поэтому я, в принципе, здесь мог и зверей подкинуть, и троллей подкинуть, и гриттеров подкинуть, но на самом деле лучше всего это делать гриттеры. Не смог я раскрыть Муэрту в этой каточке. Ну, а что поделать? Ну, не везет и все. Я не могу Муэрту собрать раннюю. Хоть я буду на 7 уровне ролиться, хоть я буду на 6 уровне ролиться, хоть на 8, хоть на 10. Муэрта мне, ну, не приходит. Вот не хочет, чтобы я ее собирал. Ну, не хочет, так не хочет. Иди гуляй летом и все, и давай, до свидания. Пусть тебя кто-то другой собирает, когда-нибудь на каком-то стриме я все-таки тебя в тройку соберу раннюю, раунда так на 17. Там, вот как-то раз у меня получилось Разора в тройку собрать на 15. Ну, вот тут такая же тема, может быть, когда-то получится. Ну, если бы таковы, во рту бы росли грибы. Ладно, добавить мне больше нечего. Что думаете по этой каточке, напишите вы, соответственно, в комментариях. Потому что каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий поддерживает, соответственно, меня, поддерживает мой канал. И, соответственно, этот ролик идет в рекомендации, в тренды. Поэтому, ребят, мне очень важны ваши лайки и комменты. Не забудьте за них. А еще, ребят, на ютубе цель 5000 подписчиков. Не подписан? Подпишись. Если не подписан на мою телегу, тоже подпишись, потому что там цель 1000 подписчиков, а еще у нас там есть чат комьюнити, а также я там пишу по обновлениям этой игры и, соответственно, веду свой небольшой личный блог, что мне творится в жизни, что в целом до новостей и тому подобное. Как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, все понравилось и всем удачи.